Здравствуйте! Это подкаст «Руруленд» для тех, кто изучает русский язык. Тут мы учимся понимать русскую речь на слух. Здесь только практика, только по-русски. Меня зовут Олеся, и сегодня я расскажу вам про Рождество и Новый год в России. Попробуйте сначала просто слушать подкаст и не смотреть на экран. Когда вы не видите текст, вы лучше слышите. Также вы можете попробовать шадоинг. Шадоинг– это техника, когда вы слушаете и повторяете одновременно. Не ждете, когда я закончу фразу, а говорите прямо вместе со мной, как эхо. Эта техника улучшает произношение и помогает лучше понимать речь на слух. Когда вы послушаете подкаст один или два раза, тогда имеет смысл посмотреть на экран и, если нужно, включить субтитры. Итак, начнем. Когда во многих странах уже гаснут рождественские огни на елках, в России все только начинается. Мы живем по собственному календарю. У нас все наоборот. Сначала мы встречаем грандиозный Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января. И только потом, через неделю, мы отмечаем Рождество. Для русских Новый год – это не просто смена цифр в календаре. Это главное событие зимы и ночь, когда целая страна верит в чудо. Первое, что нужно понять о русском Новом годе, нам очень важна погода. Если на праздник нет снега, мы очень расстраиваемся. Но, к счастью, во многих регионах России зима в это время настоящая. И тогда начинается сказка. Все вокруг белое. Дети лепят снеговиков и катаются на санках, а морозный воздух создает то самое ощущение уюта и волшебства. Главный герой нашего праздника – это не Санта-Клаус, а Дед Мороз. Он выглядит иначе. Высокий, в длинной шубе, с волшебным посохом в руке, он похож на могущественного мага. И он никогда не приходит один. Рядом с ним всегда Снегурочка, его внучка. Она уникальный персонаж русской культуры, которого нет больше нигде в мире. И дети точно знают, Дед Мороз не лезет в трубу или камин. Он тайно кладет подарки прямо под елку, пока все спят. 31 декабря – это день приятной суеты. Все готовятся к празднику. Кто-то в последний момент наряжает елку. Кто-то готовит еду для праздничного стола, а кто-то смотрит старое кино. Почти полвека главным новогодним фильмом была комедия «Ирония судьбы» или «С легким паром». Это смешная история о том, как в новогоднюю ночь герой по ошибке улетает из Москвы в Ленинград. Сейчас молодежь смотрит другие фильмы, но для многих это кино все еще остается символом праздника, как елка или запах мандаринов. Русский Новый год – это праздник, который длится всю ночь. Все начинается вечером, когда мы садимся за стол, чтобы проводить Старый год. Это важный момент. Мы вспоминаем все хорошее, что было, и отпускаем прошлое, прощаемся с ним.
А за 5 минут до полуночи происходит то, что объединяет всю страну. По телевизору выступает президент с новогодним поздравлением. Эта традиция существует уже более 50 лет. Неважно, интересуетесь вы политикой или нет, в эти минуты почти все семьи смотрят на экран. Это момент единства. Мы все вместе встречаем Новый год. И вот наступает кульминация. На главной башне Кремля начинают бить часы, куранты. В этот момент мы открываем шампанское. У нас есть ровно 12 ударов, чтобы загадать самое заветное желание. Некоторые люди даже пишут желание на бумажке, сжигают ее, бросают пепел в бокал и выпивают до дна, пока бьют часы. Конечно, так делают далеко не все. Когда часы замолкают, мы говорим друг другу главный тост. С Новым годом! С новым счастьем! Для нас это синонимы. Новый год – это всегда надежда на новую счастливую жизнь. После полуночи начинается настоящее веселье, которое часто продолжается до утра. Все едят, пьют, танцуют, ходят в гости к соседям, запускают фейерверки. Небо городов освещается сотнями салютов. Если вы выйдете на улицу утром 1 января, вас поразит тишина. Города, которые обычно шумят, в это утро спят после бурной ночи. Впереди длинные каникулы, целая неделя отдыха, а Рождество приходит к нам позже, 7 января. Это уже совсем другой праздник, тихий, светлый и семейный. И напоследок маленькая загадка, которая называется «Старый Новый год». Многие иностранцы думают, что мы празднуем его 13 января также масштабно. Нет, это миф. Основной праздник – это, конечно, 31 декабря, а Старый Новый год – это финальная точка, когда мы еще раз поднимаем бокалы. Это наш маленький бонус, чтобы продлить зимнюю сказку.